Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рад новой встрече с вами. И сегодняшний обзор событий за прошлую неделю я бы хотел начать с действий президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, поскольку, откровенно сказать, сегодня внимание всего мира приковано к тому, каким путем пойдут Соединенные Штаты Америки после смены власти, смены президента Соединенных Штатов Америки. И удивляет, с какой настойчивостью Джо Байден отменяет предыдущие законы и указы предыдущего президента Дональда Трампа, как будто спешит и хотит как можно быстрее из истории американского общества вычеркнуть Дональда Трампа и объявить о своей политике, которую он будет претворять в жизнь на ближайшие 4 года с перспективой избрания на второй срок. Джо Байден провел отмененную по погодным условиям встречу в Государственном департаменте. Конечно, многие ожидали этой встречи и хотели услышать из первых уст, что скажет президент Соединенных Штатов Америки о внешней политике. И когда Джо Байден сказал, что наша дипломатия является, как и было прежде, основной в нашей внешней политике, мы возвращаемся и будем действовать, как действовали раньше, не оглядываясь на никакие события, которые происходят сегодня в мире. И было сказано, что сегодня дипломатия и демократия Соединенных Штатов Америки сталкиваются с новыми проявлениями авторитаризма. И в частности было сказано, что с точки зрения экономической экспансии они очень четко чувствуют противодействие Китайской Народной Республики по отношению к экономике Соединенных Штатов Америки. И что характерно, это присуще, в общем-то, политике Соединенных Штатов Америки, где, если вопросы не касаются Соединенных Штатов Америки, они готовы все сделать для того, чтобы решить этот вопрос, ну, я бы сказал, таким демократическим путем. Но когда касается Соединенных Штатов Америки, то они готовы пойти на компромисс с любым автократом, с любым диктатором для того, чтобы положение дел Соединенных Штатов Америки и жизнь американцев получила какой-то дополнительный положительный импульс в дальнейшем своем продвижении внешней политики и дипломатии. Поэтому Джо Байден сказал, что в этой ситуации, если будет касаться интересов Соединенных Штатов Америки, мы готовы пойти на компромисс и сотрудничать с Китайской Народной Республикой в области экономики. С точки зрения военной экспансии и, я бы сказал, таких политических острых вопросов, которые стоят сегодня между Соединенными Штатами Америки и мировым сообществом, он отметил отношение автократа Путина, поскольку сегодня Россия завоевала свое положение как военная держава, и влияющие в связи с этим на политические вопросы мы видим, что происходит в Сирии, что происходит в других местах, где касается политических вопросов, вмешивается действие дипломатии Российской Федерации. И особенно я бы хотел отметить то, что Байден сказал, что наша дипломатия и внешняя политика будет строиться на дальнейшем уважительном отношении к каждому члену общества, на продвижение верховенства права, где бы это ни было. Верховенство закона – это номер один. И в дальнейшем Байден отметил, что Соединенные Штаты Америки будут все-таки придерживаться демократии и требовать исполнения демократических принципов от всех государств в мировом сообществе. В частности, он сказал,
что действия, происходящие в Российской Федерации, властей Российской Федерации по отношению к Навальному, он их назвал политически мотивированными и призвал к разрешению этого политического кризиса всеми возможными способами в Российской Федерации. И отметил, что и впредь руководство Соединенных Штатов Америки, внешняя политика, дипломатия Соединенных Штатов Америки будет влиять на эти процессы для того, чтобы политические вопросы не превращались в какие-то уголовные преследования и все остальные вытекающие моменты, которые позволяют говорить о том, что в том или ином регионе демократия зажата, необходимо принимать соответствующие меры по дальнейшему развитию демократизации. Было сказано, что и глава Пентагона пересмотрит размещение войск американских во всем мире и объявленный вывод войск Америки из Германии. Нынешний президент объявил как ошибкой и сказал, что вывода войск из Германии не будет производиться в этот момент времени. Я лично усматриваю здесь очень интересное событие, когда Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп и нынешний президент уже тоже сказал об этом, начали давить на Россию с точки зрения политики, влиять на экономические вопросы, строительство Северного потока-2, в частности, я имею в виду. И когда Ангела Меркель сказала, что политику с экономикой она не собирается путать и не будет служить Соединенным Штатам Америки, а будет служить народу Германии и будет выполнять все действия, необходимые для улучшения положения дел в экономике Германии. Поскольку Северный поток-2, конечно же, влияет на экономику Германии, поскольку под давлением мировой общественности Германия приняла решение о ликвидации всех атомных станций на территории Германии. А чем замещать? Нужен будет топливо. Топливо, конечно, не уголь, газ. И как раз газопровод, который подходил из России с объемом около 40 миллиардов кубических метров газа в год, как раз отвечал тем требованиям Германии, поскольку экономика должна получить вместо атомной энергетики другую энергетику, которая базируется на органическом топливе. И когда Трамп объявил о выводе войск американских из Германии, я думаю, что нынешний президент Байден, проанализировав ситуацию и несговорчивость Германии по части Северного потока-2, наверное, принял решение, что рано выводить войска из Германии и дал поручение руководителю Пентагона оставить войска в Германии до особого распоряжения. Но, коль я затронул Меркель, хотел бы я несколько слов сказать, когда она передавала свои полномочия председателя ХДС в Германии другому лидеру, то вся Германия вышла на балконы в течение 6 минут, хлопали в ладоши, приветствовали ту политику, которую вела Ангела Меркель в течение 18 лет в Германии, и кроме благодарности ничего не заслужила от граждан своего государства. Следующее событие, которое произошло тоже в Соединенных Штатах Америки, это заседание Сената, на котором выступил тоже президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, но уже в связке с вице-президентом и с министром финансов. Они втроем вышли, перед сенаторами выступали по программе, предложенной Байденом, по поддержке дальнейшего экономического развития страны. И сумма поддержки, высказанная Джо Байденом, составляла 1,9 триллиона долларов. Такая сумма была объявлена сенатором для поддержки экономики Соединенных Штатов Америки. Это довольно-таки большая цифра, если еще учесть, что в декабре прошлого года Трамп подписал закон
где 2,3 триллиона долларов тоже было выделено для поддержки экономики Соединенных Штатов Америки, то вместе эта сумма представляет колоссальную цифру, которая позволит, я думаю, что Америке в короткий срок решить вопросы, хотя Байден конкретно сказал, что с учетом того, что мы потеряли, 25 миллионов рабочих мест в Америке в связи с коронавирусом, в пределах 12-15 миллионов было восстановлено, но сегодня 10 миллионов человек не имеют работы, и из них 4 миллиона уже на протяжении 6 месяцев не имеют работы, и где 14 миллионов американцев живут, не зная, где взять финансовые ресурсы для пропитания. Все это позволило сенаторам сделать оценку, но, к сожалению, внимание разделилось, отношение сенаторов разделилось 50 на 50. И впервые в истории Байдена правления вмешалась вице-президент по закону Соединенных Штатов Америки при таком стечении обстоятельств, когда Сенат не может принять решение, то голос вице-президента является основным. И она свой голос отдала за поддержку экономики, за поддержку американцев. И особенно сказанная фраза Джоном Байденом, что если я встану перед проблемой вести дебаты с кем-то о том, делать это или не делать, или оказать помощь американцам, я, конечно, выбираю помощь американцам. Это вызывает уважительное отношение, и я уверен в том, что сегодня этот закон будет принят с учетом того, что Нижняя палата представителей, там демократы имеют большинство, и нет необходимости получить какую-то поддержку от республиканцев, и этот закон будет принят и будет реализован в жизнь. Джо Байден сказал, что порядка 160 миллиардов долларов пойдет на дальнейшую вакцинизацию населения и ликвидацию последствий заражения граждан Соединенных Штатов Америки и на тестирование. Порядка 900 миллиардов долларов будет направлено на поддержку экономики. И в частности было сказано, что, по крайней мере, львиная доля американцев получит по $600 единовременной поддержки со стороны правительства. И этим самым Джо Байден уверен в том, что, в принципе, экономика в короткое время оживится, народ получит поддержку, получит, естественно, отношение населения к власти сегодняшней Соединенных Штатов Америки. Но, как сказал Джо Байден, что полностью остановиться экономика после этой пандемии может только в течение 10 лет. Вот здесь возникает сразу у меня параллельно вопрос. Со стороны руководства Казахстана я не услышал даже цифры убытков, которые принес коронавирус экономике Казахстана, и через сколько лет может возродиться эта экономика Казахстана. С учетом тех мер, которые сегодня Казахстан, правительство Казахстана, руководство Казахстана принимает по части поддержки экономики Казахстана и поддержки граждан Казахстана, то я лично не нашел, готовясь, уважаемые мои зрители и подписчики, не нашел какой-то стройной структуры, как правительство Казахстана будет оказывать помощь. Объявленная помощь 42,5 тысячи тенге, якобы каждому, кто нуждается в этом и кто понес какие-то убытки, на проверку уже в течение столько времени, уже больше года прошло, как объявили эти все возможные варианты, и постоянно наталкивается системно какие-то новые преткновения. Даже последнее, объявленное Токаевым уже в этом году, в январе этого года, ситуация натолкнулась на нестыковку выдачи пособий по беременности и оказания помощи. То есть постоянно буксует эта схема.
И я бы хотел сегодня конкретно сказать или обратиться, хотя уже не знаешь, к кому обращаться. Хоть Токаев декларирует, что он президент, но мы видим, что его реформы буксуют, их никаких реформ нет практически. Это как мертвому припарке его потуги сделать то одно, то другое. Я бы хотел обратиться тогда к лидеру нации Елбасы и президенту Токаеву. Снимите все кредиты с населения Казахстана, уберите все штрафы. Это единственный выход из положения в этой ситуации, поскольку вы уже разбазарили весь национальный фонд, и вы хотите его использовать для оказания помощи. Уберите все кредиты, ваша банковская система выдержит. Все ваши банки, которые вы прихватизировали, отобрали, забрали, и сегодня вы ими руководите, и вся эта финансово-кредитная система находится в ваших руках. Освободите народ Казахстана от этой ситуации. И то, что сегодня Токаев придумал с подачи Назарбаева, я уверен, что часть своих пенсионных накоплений населения, 761 тысяча людей, может использовать 3 категории граждан всего-навсего, которые могут использовать частично свои пенсионные накопления для решения вопросов покупки там квартиры, лечения и так далее, то это все равно все буксует. И ваша, я бы сказал, декларация о том, что 2,4 триллиона тенге якобы могут население использовать из этих пенсионных фондов частично, я посчитал, получается около 6 миллиардов долларов, с учетом курса сегодняшнего 420 тенге за 1 доллар, то это не спасает положение дел. Вот я смотрю, как здесь, в Швейцарии, сейчас правительство, эти 7 мудрецов, члены правительства, помогают бизнесу, помогают жителям Швейцарии. Сегодня во всех городах идет заказ на ремонт и обновление инженерного обеспечения. Идет ремонт зданий, идет строительство по заказам. И правительство участвует в этих заказах, и финансовые ресурсы все участвуют. И идет буквально оживление экономики. Сегодня в любом городе Швейцарии невозможно проехать развернутые ремонтные работы. Вот это и есть поддержка экономики государства со стороны государства. А наши топтания на месте и вот эти действия неуклюжие правительства и президента Казахстана, это как мертвому припарке, есть такая русская пословица. Не спасает положение дела, все хуже и хуже загоняет экономику Казахстана. Единственное, кто сегодня процветает, это нефтегазовый сектор, который как добывал, так добывает, как поставлял, так поставляет, как продавал, так продает, как выводил деньги все за пределы Казахстана, они не участвуют. И я бы хотел еще одно новшество сказать Назарбаеву, Токаеву. Вы, наверное, не заметили специально, как Трамп поступил в конце 2020 года, когда он обязал всех толстосумов отдать практически до 50% своих денег в фонд поддержки. И бизнесмены никуда не делись, отправляли и по 10, по 15 миллиардов долларов в этот фонд и поддерживали. И в таком случае делаю конкретное предложение Назарбаеву, Токаеву, списать все кредиты, которые выданы были для субъектов малого и среднего бизнеса, для жителей Казахстана, списать все проценты по кредитам, штрафы, которые были начислены банками, и этим самым вы спасете население Казахстана. И второе предложение, опять же, Нурсултану Назарбаеву, его многочисленному клану, его ближайшему олигархическому окружению, которое обогатилось незаконно за счет вас, господин Назарбаев, в число которых входит и президент Токаев, необходимо в ближайшее время внести в экономику Казахстана миллиардные вложения из личных собственных средств для того, чтобы можно было защитить многодетных матерей, обездоленных,
попавшие за черту бедности не по своей вине, а благодаря вашей политике, которую вы проводите в Казахстане. Необходимо развернуть социальные реформы, необходимо организовать медицинское обслуживание на самом высочайшем уровне. И это все будет зависеть только от вас, от ваших финансовых ресурсов, от вашего желания спасти Казахстан и оказать помощь многострадальному казахскому народу. Известно, что политика – это биение общественного пульса. Но, к сожалению, импульс, посылаемый вам, народом Казахстана, вы не чувствуете и не слышите, потому что вы давно оторвались от народа. Вы не знаете, чем живет народ Казахстана. Вы не знаете его забот и чаяний. И вы обязаны вернуть истинному собственнику, народу Казахстана, все то, что вы награбили. Или народ сам отберет у вас все, что у вас есть. Спасибо.